Майкл Стоун, владелец крупной компании, привык считать, что понимает людей лучше всех. В 52 года у него было все – деньги, уважение, связи. Но счастья рядом не оказалось. Тогда он решил жениться на молодой, блистательной женщине, Виктории Лоранс. Она умела держаться, красиво говорить, впечатлять публику. «Идеальная пара», — говорили все. Свадьбу назначили в элитном ресторане «Гранд Хиллз». Там уже много лет работала скромная официантка Мэри Брукс, почти 60-летняя женщина с теплой улыбкой и уставшими руками. Она жила одна, не жаловалась, много работала и умела главное — видеть людей такими, какие они есть. В день свадьбы зал сиял, гости смеялись, Виктория принимала поздравления. Мэри, подавая блюдо, случайно услышала, как Виктория шепчет своему кузену: «После свадьбы он долго не протянет. Все будет выглядеть как сердечный приступ. Состояние мое». У Мэри похолодели руки. Она попыталась убедить себя, что ослышалась, пока не увидела, как Виктория незаметно капает что-то из маленького флакона в бокал с апельсиновым соком перед Майклом. Времени на сомнения не осталось. Она подошла к жениху и тихо прошептала: «Не пейте. В бокале яд. Поверьте мне». В глазах Мэри не было выгоды, только искренний страх за чужую жизнь. Майкл это увидел. Когда Виктория спросила, что происходит, он лишь сказал: «Эта женщина спасла мне жизнь». Он поднял бокал и громко предложил Виктории поменяться напитками, по старой счастливой традиции. Лицо Виктории побелело. Она попятилась, а затем бросилась к выходу. Полиция позже подтвердила: в бокале был медленно действующий яд. Викторию арестовали, выяснилось, что она по уши в долгах и собиралась получить все состояние Майкла. Когда гости ушли, Майкл подошел к Мэри. «Почему вы рискнули? Вам могли не поверить». Она ответила просто: «Потому что человеческая жизнь важнее любых статусов. Если видишь беду, помоги». Эти слова перевернули в нем что-то важное. Всю жизнь его окружали люди, которым от него нужно было только влияние и деньги. А вот перед ним стоит женщина, которая спасла его, не ожидая ничего взамен. Майкл попытался отблагодарить Мэри. Она отказалась, но он все равно помог ей, с жильем, с детьми, с тем, что мог. Но главным стало другое: они стали друзьями. Настоящими. Они пили чай на ее маленькой кухне, говорили о жизни, о детях, о том, что счастье — не роскошь и не блестящие вечеринки. Счастье — это когда рядом есть человек, который видит в тебе человека. Прошло время. Майкл перестал гнаться за молодостью и внешним блеском. Он стал ценить характер, честность, доброту. А Мэри продолжала работать в ресторане. Она всегда верила, что ее дело не просто подавать еду, а приносить людям немного тепла. Иногда жизнь дарит уроки через тех, кого мы меньше всего замечаем. Но именно они и есть настоящие герои. Не в плащах, не в коронах. В фартуках, с натруженными руками, с чистым сердцем. И Майкл понял главное: настоящее богатство — это совесть. И ее нельзя ни купить, ни украсть.